Состояние суставов улучшилось, то есть боль в коленях у меня уходит вообще хорошо, так уже не беспокоит, я уже не обращаю внимания на коленные суставы. Какая-то возвращается вот эта внутренняя устойчивость, уверенность. Ты просыпаешься от того, что ты проснулся и готов идти в этот день с разными совершениями. А раньше просыпаешься весь разбитый, ничего не можешь, ничего не хочешь. Так, Наталья Николаевна, здравствуйте. Это вот Александр беспокоит вас по поводу синтезита. Для тех зрителей, которые нас будут потом смотреть и слушать, мы вот сейчас связались с нашим покупателем. К сожалению, нет возможности связаться по видео, поэтому мы говорим по телефонной связи. Вот, Наталья Николаевна принимала синтезит, есть определенные данные, определенные ощущения, субъективные, объективные. И, собственно говоря, вот я попрошу сейчас Наталью Николаевну нам об этом рассказать. И давайте послушаем, что Наталья Николаевна сможет поведать о своих результатах. Наталья Николаевна, ну давайте, слово за вами. Начала я принимать синтезит в декабре 2020 года. Угу. Боялась сразу принять 2 капсулы, как рекомендуется. Думала, не усну, потому что проблемы со сном были. Сложно засыпала. Начала с 1 капсулы. И потом, нет, надо все-таки вместить ударные дозы. Вообще, у меня целый ряд накопившихся проблем, которые я себе наела с годами. Это все проявляется в дефицитах, в том числе и железодефицит, в гипотериозе, как же он, метаболический синдром, с тем, что туда входит, со всеми проявлениями, в том числе и ревматоидный артрит. Вот точно могу сказать, что у меня правый локтевой сустав очень болел. У меня такое было с левым локтевым суставом лет 10 назад. И мне было тяжело поднять там сумку с продуктами в магазине. То есть телегу практически до машины там я довозила, чтобы сразу в багажник перегрузить, не поднимать. И долго очень болела. И, честно говоря, я приготовилась, что у меня будет примерно так же с правым суставом. Вот тогда с левым суставом у меня тогда как раз было обострение многих моих болячек. И вот отразилось это так и на суставах. И вообще соединительные ткани очень у меня были не в лучшем состоянии. Я постоянно то растяжение, то ногу подверну, то там сустав там плечевой. То есть, понятно было, что это не единичное случайное что-то, а состояние такое соединительных тканей. Вот. После приема синтезита, я, честно говоря, я не заметила, как я в какой-то момент поймала себя, что у меня правый локтевой сустав, он перестал болеть. Наверное, это где-то произошло в январе, наверное, где-то я поймала себя на этой мысли, что боли-то нет. То есть через месяц примерно? Да, нет, где-то в конце января. Видите, здесь еще наложилось то, что январь с праздниками очень такой месяц насыщенный. Еще у меня много дней рождения есть всевозможных. В общем, это застолье. Интересно, там несоблюдение всех там правил питания. Я на низкоуглеводном питании нахожусь, но праздничные столы сложно удержаться от соблазнов. Вот. И к тому же еще и напитки присутствуют разные, что не способствует усвоению синтезита. Или как вот пишется, обнуляет, да? Не то, что не способствует, да, просто организм вынужден тратить дополнительные силы на детоксикацию, на выведение алкоголя, продуктов его распада, на восстановление клеток, которые алкоголь повредил, поэтому мы людям предлагаем не принимать. Да, такой месяц, здесь много провокаций было, поэтому я его так автоматически вычеркиваю, январь. Значит, я сначала принимала по 1 капсуле,
Потом я стала принимать по полкапсулы. Ну, у меня свой метод ненаучный определения дозы. Правильно, правильно. Вот, на сегодняшний день я продолжаю принимать также по полкапсулы, но когда какое-то вот, обострение, сбои у меня, проявления там аутоиммунные бывают, то и я принимаю по целой капсуле. Вот. Значит, сон однозначно. Вот принимаешь горизонтальное положение и засыпаешь. Проблем не стало, проблемы с засыпанием ушли. Что я хочу сказать, что вот я пошла путем не медикаментозным, которым когда-то ходила, а изменение своего рациона питания. То есть на низкоуглеводное питание перешла, и мой организм стал восстанавливаться. Но, используя синтезит, он стал восстанавливаться, процесс восстановления стал идти быстрее и активнее. Вот. Улучшились ногти, это объективно абсолютно. Качество волос тоже улучшилось. Вот эти вот аутоиммунные проявления там крайне редко стали происходить и в такой более слабо выраженное. То есть я вообще про них забыла. Так, что еще? Наталья Николаевна, по аутоиммунным проявлениям вы имеете в виду вот что именно, чтобы зрители, наши слушатели поняли потом? Это в состоянии моем проявляется резкая слабость, потом кожные проявления бывают, чуть перегреешься или переохладишься, все уже такое предболезненное состояние, или нервный сильный какой-то переживешь, там, волнение, стресс тоже, сразу слабость такая наступает. Вот. А так как я привыкла к активному образу жизни, эти привычки я не хочу убирать. В баню пойдешь, если раньше все было нормально, а потом, когда болезнь накапливается, прогрессировать, попаришься уже в бане, и ты уже понимаешь, что ты не можешь, организму тяжело, ты на следующий день как вареная, ты уже ничего не можешь. Сейчас это все прошло, стало все как прежде. Отлично, супер, замечательно. Так. Все, и получаете, вы по полкапсулки вот принимаете, то есть сначала вы начали по 2, потом по 1, и сейчас по половинке вообще, и вам хватает, да? Нет, я в начале 2, вот почти в начале 2 приняла, и потом перешла на 1 капсулу, а потом на полкапсулы. Вот, сейчас я записи свои смотрю. Значит, потом вот психосоматика тоже, или как это, не психосоматика. В общем, нервы стали у меня спокойнее. Я перестала реагировать на какие-то провокации, там, бурно, на дороге, например, когда автомобилем управляешь, уже спокойно на все ситуации реагируешь. Какая-то возвращается вот эта внутренняя устойчивость, уверенность. То есть ты не такой уже психическое состояние. А по поводу сна еще вернусь. Просыпаться стало легче, и просыпаться стало вот с этим ощущением давно забытым, что ты выспался, ты отдохнувший, ты просто просыпаешься от того, что ты проснулся и готов идти в этот день с разными совершениями. А раньше просыпаешься весь разбитый, ничего не можешь, ничего не хочешь. То есть это проявления периода такие, в общем, это все тоже уходит потихоньку. Ты просыпаешься, и ты рад этому дню.
Согласен, согласен. Наталья Николаевна, вот гипотереоз это же с щитовидкой связано, да, правильно? Заболевание. Да. А Это вы, да, вы какие-то анализы сдавали, не сдавали вот по щитовидке посмотреть? И, может быть, Вот сравнить? нет, новые я не сдавала, не смотрела пока, потому что вот я говорю много про именно такой был месяц, и хочу сейчас позаниматься поплотнее здоровьем, войти в такой режим правильный. И после этого уже сдать, посмотреть, что там. Ну, и хорошо. дефициты тоже посмотреть, какие там у меня восстановились. Я думаю, железо уже будет нормальное. Ну, хорошо, хорошо. Еще вот когнитивные функции, голова тоже стала ясная, светлая. Ну, это вообще при переходе на низкоуглеводное питание как бы чувствовалось, но с помощью синтезита это стало ощущаться еще больше. Замечательно, ладно. И последний вопрос я задам вам. Наталья Николаевна, а как вы поняли, что вот вам надо именно полкапсулы принимать? Вот по какому критерию? Я думаю, нашим людям будет интересно, кто будет смотреть нас. Вот вы выработали для себя схему определенную. Как вот вы пришли к тому, что именно половинка капсулы вам достаточно? Это не научный метод, это мой личный такой способ, подход. Да, вот как вы чувствовали, что вот вам хватает? Как вы это поняли? Ну, у меня потихонечку стало исчезать вот это ощущение. Поначалу у меня очень сильно было ощущение металлический привкус во рту. Ага. Был сильный. Сейчас он стал уже почти вообще не выражен. Это тоже как-то характеризует там степень дефицита. Вот. Я использую метод биолокации. Метод биолокация, да? Да. А, вы имеете в виду это с лозой, да? С лозой. Ну, да. Ага, интересно. Ладно, понял. Хорошо. Интересно было бы посмотреть, как вы это делаете, конечно. Но... Ну, я думаю, в будущем. Там используются, можно любые там инструменты использовать, рамки, маятник, без разницы. Ну, когда у меня плохое самочувствие, то четко видно, что нужно не полкапсулы, а капсулу. Ага, я понял вас. Хорошо, ладно. Надеюсь, что наши слушатели тоже поняли. То есть вы просто там, не знаю, рисовали капсулы, полкапсулы или ложили капсулы, полкапсулы, и как-то вот ваша рамка направлялась на нужную, да, дозировку или как? Ну, можно сказать, что так. Ну, хорошо. Примерно так. Я понял, да. Ну, есть такие моменты, да, на самом деле я тоже раньше не верил, потом несколько раз увидел, и видно, что и работают, и ищут и руду, и источники воды ищут таким образом, и все прекрасно показывают, да, согласен. Хорошо, Наталья Николаевна, спасибо вам большое за такой развернутый ответ. Я желаю вам дальнейших успехов и всего Вам самого спасибо. светлого. Ну, желаю вам всем здоровья, благодарю вас за этот препарат. Спасибо. Надеюсь, он поможет многим. Спасибо. Вам спасибо. Всего доброго. Всего доброго, до свидания.